Бренд игровых смартфонов Black Shark был создан Xiaomi еще в 2018 году. В Китае он пользуется бешеной популярностью. Этот смартфон интересен своими характеристиками в плане железа и фишек для геймеров. Есть у него и изюминка – полноценный вывод видеопотока через USB-C. То есть смартфон можно подключать к HDMI входу проектора, монитора или телевизора. А также смартфон отличается наличием аппаратных кнопок-триггеров на боковой панели, которые могут убираться или извлекаться при необходимости. Обо всем по порядку. Не забудь подписаться на этот канал и поставить лайк. И поехали! Компания Xiaomi всегда заботится о своих пользователях, обеспечивая работу прямо из коробки. В комплекте находится все необходимое для смартфона: сетевое зарядное устройство, интерфейсный кабель, защитный чехол, и это, кстати, не обычная силиконовая накладка, а прочный пластик, и выглядит он очень хорошо, а также инструмент для извлечения сим-карты, руководство пользователя и стильные фирменные наклейки. Каких-то смелых дизайнерских решений в смартфоне Black Shark 4 не появилось. Это просто обычный по виду смартфон. Сзади стеклянная глянцевая крышка с небольшим горизонтальным блоком камер и маленьким логотипом. Из особенностей дизайна смартфона Black Shark 4 выделю наличие интересной 3D гравировки задней крышки. Под покрытием скрывается слой фосфорицирующего состава, который создает необычные эффекты и отражения при внешнем освещении. Смотрится это все весьма необычно. А вот и та самая изюминка. Это аппаратные триггеры, дополнительные игровые кнопки, которые можно настроить в меню. Убираются и открываются кнопки четким движением слайдера. Звук при этом, как у затвора оружия. Сделано все весьма интересно. А вот кнопки регулировки громкости находятся на противоположной грани. По дизайну Pro версия отличается от обычной только подсветкой небольшого треугольника логотипа на тыльной панели. Лоток для сим-карт подразумевает возможность одновременного использования двух симок. Для карты памяти, к сожалению, слота нет. Так что перед покупкой подумайте о необходимом для вас объеме заранее. Сканер отпечатков пальцев разместили на боковом торце, в кнопке питания. Корпус тонкий, производит впечатление прочного и надежного. Одновременно алюминиевая поверхность служит для отвода тепла от системы охлаждения. На верхней панели расположен микрофон системы шумоподавления, а также выход второго динамика. На нижней части корпуса расположен выход второго динамика, и там же находится аудиовыход 3,5 мм. Рядом отверстие для микрофона. Чуть подробнее остановлюсь на USB-C коннекторе. Это не просто зарядный порт с возможностью подключения OTG устройств. Разъем USB-C обеспечивает выход видеопотока на внешнее устройство. То есть смартфон можно подключать к HDMI входу проектора, монитора или телевизора. А также через него можно подключить клавиатуру, мышку, джойстик или даже накопитель. От дисплея Black Shark 4 ожидают многого. Поэтому Xiaomi не стали на нем экономить. Установлена сочная Super AMOLED матрица с частотой обновления экрана 144 Гц. А скорость отклика вообще бешеная, 720 Гц. Передавать ваши прикосновения в виртуальный мир он будет молниеносно. Частотой обновления экрана здесь можно управлять. Например, выбрав 144, 90 или 60 Гц. Шим здесь присутствует, но вполне умеренный. Вырез под фронтальную камеру достаточно маленький. Находится он по центру дисплея. Нас приучили к тому, что функция Always On Display в AMOLED дисплеях может быть кастрированной, поэтому теперь мы всегда обращаем на это внимание. Что же в случае с Black Shark 4, можно вздохнуть с облегчением. Тут эта функция работает полноценно. Есть настройки для вывода на экран надписей или часов в разных стилях. Такие параметры дисплея позволяют обеспечить смартфону стабильную и плавную картинку, а в играх обеспечивает быстрое управление персонажем. Xiaomi Black Shark 4 Pro получил невероятно мощный процессор Qualcomm Snapdragon 888. И хотя обычная версия имеет на борту более слабый чип Snapdragon 870, на практике же 870-й дракон показывает тоже очень достойные результаты. Кстати, стоимость 888-го дракона на порядок выше, чем у 870-го. И эта разбежка вряд ли соответствует его производительности. Поэтому Black Shark 4, а тем более Pro версия, это просто ракета. На максимальных настройках графики он уверенно выдает стабильные 60 FPS. Например, в игре Call of Duty. Для борьбы с нагревом в 4-й версии отвечает новая система охлаждения. Процесс происходит с помощью двух тепловых трубок и листов графита между ними, которые распределены по всей поверхности задней крышки. Заявлено, что она на 18% эффективнее, чем у 3-го поколения, и он действительно не перегревается. Результаты тестирования производительности следующие. Benchmark Antutu выдал аж 599 502 единицы, PC Mark Benchmark 14 200
262 единицы. Результаты Geekbench 1018 и 3322 единицы. В приложении CPU Throttling Test получены стабильные результаты, что и говорит о качественной системе охлаждения. Общая производительность составляет на уровне 233 джипс. Неизвестно, почему Xiaomi решили сделать разную аккумуляторную батарею в разных версиях, но факт остается фактом. У прошки емкость батареи на 300 матч меньше, 4800 мАч и 4500 мАч соответственно. Зато заряжается она просто моментально. Мощность в 120 Вт дает о себе знать. От начала и до конца смартфон зарядится примерно за 15 минут. И это просто удивительные показатели. Приятно то, что во время подзарядки телефон никак не перегревается, и его достаточно комфортно держать в руках. Работает игровой смартфон под управлением совсем не игровой прошивки MIUI 12.5. За игровой режим отвечает Performance Manager, в котором можно настроить режимы производительности и расхода батареи, а также приоритет уведомлений, чтобы в играх ничего лишнего вас не беспокоило. Доступна статистика производительности, дополнительные функции, быстрый вызов настроек, а также меню периферии. Поэтому его точно оценят любители мобильного гейминга. И да, в смартфоне нет NFC модуля. Камера в этом смартфоне далеко не основной элемент, поэтому говорить много о них я не буду. Можно упомянуть, что они вообще здесь есть, и аж 3 штуки: 48 мегапикселей, 8 мегапикселей и 5 мегапикселей. Но лучше бы была одна нормальная. Снимают все модули довольно посредственно, ну и ладно. На Pro версии все то же самое, за исключением датчика на 64 мегапикселя вместо 48. Камерафоном его никто не называл. Естественно, для геймеров фронтальная камера намного важнее, и она здесь неплохая по всем показателям. Обе версии используют врезанную в экран фронтальную камеру разрешением 20 мегапикселей. Что же касаемо звука, здесь, естественно, стереодинамики. Но вот их расположение, мягко говоря, вызывает сомнения. Когда вы держите смартфон двумя руками, динамики четко закрываются ладонями, и звук практически полностью пропадает. Сам же звук динамиков вполне достойный, но ничего необычного. Да, это стерео, частоты сбалансированы, но громкости как-то не хватает. Общаться с партнерами по онлайн-играм будет тоже комфортно. Здесь присутствует целых 3 микрофона с шумоподавлением. Можно упомянуть еще набор аксессуаров от Xiaomi, специально для линейки Black Shark, которые можно приобрести дополнительно. Среди них проводные наушники, внешний аккумулятор на 20 тысяч мАч и самое интересное, дополнительный кулер, который крепится на заднюю панель смартфона. Ссылку на все аксессуары и на сам смартфон я оставлю в описании. Купить нового игрового монстра можно в районе $600, но если покупаете на AliExpress, как всегда, там будет гораздо дешевле. Там его цена примерно $480. Если подытожить, то у смартфона есть положительные и отрицательные стороны. Плюсы: топовый процессор даже в базовой версии, быстрая память, хорошее охлаждение, отличный экран, быстрейший отклик на касание, удобные элементы управления и быстрая зарядка. Минусы: скучный дизайн, слабые камеры, неудобное расположение динамиков и не самый емкий аккумулятор. Но тем не менее, Black Shark 4 один из самых доступных по-настоящему игровых смартфонов на рынке, просто с отличными характеристиками и возможностями. Не забудь подписаться на канал и поставить лайк, и пиши в комментариях, что думаешь об этой ракете. Да пребудут с вами инновации!